Здравствуйте, меня зовут Елена Баженова, я рада вас приветствовать у себя в гостях. Каждая хозяйка готовит печенье по-своему, радуя всех домочадцев вкусностями к чаю. Чтобы разнообразить привычное лакомство, попробуйте приготовить кунжутное печенье. А для рецепта мы возьмем семена кунжута, я их уже обжарила, муку, сахар, сок лимона, масло слегка подтаявшее, ванильный сахар, яйцо, соль и разрыхлитель. Берем миску. Перекладываем сюда масло, добавляем ванильный сахар, сахар и растираем. Можно это сделать при помощи миксера. Добавляем сок лимона свежевыжатого. Так, теперь щепоточку соли. Одно яйцо. И хорошо все взбиваем. Добавляем просеянную через сито муку и разрыхлитель. Перемешиваем. У нас получается вот такое вот оно вязкое тесто. Теперь я, наверное, перейду на вилку, чтобы венчик не забивался. И теперь сюда добавляем кунжутные семечки. Понемногу буду добавлять и перемешивать. Тесто получилось довольно вязкое и такое вот тягучее, липкое. Так, теперь берем ложку или конвертик, как удобнее, противень, простеленный пергаментной бумагой, и выкладываем тесто. Ну, размер уже сами регулируйте. Не забывайте, расстояние между печеньем должно где-то быть 3-4 сантиметра. Ставим печенье выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку. Через 15-20 минут, когда вы увидите, что печенье зарумянилось, достаем его и оставляем остывать. Печенье минут 5 остывает на противне. Теперь его при помощи лопатки, еще теплым, вот так снимаем. Оно как бы прям не отскакивает, но легко снимается. Так, ну что, будем снимать пробу. Оно такое, вроде бы и хрустящее, но серединка мягкая. Такое нежное, мягкое, хрустящее. Вкус кунжута. Такое печенье хорошо подойдет на завтрак к чаю, вместо перекуса, детям в школу или себе на работу. Готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита!